Вы слышали о новом двигателе от Toyota, который собирается произвести революцию в мире? Больше никакого бензина, бесконечных расходов или вреда окружающей среде. Без шуток, скоро мы будем ездить на воде. И нет, это не какой-то далекий проект или мечта о будущем. Toyota уже выпустила автомобиль. Какой именно и сколько он стоит? Я расскажу вам в конце. Так что же произошло? Мы говорим о разработке и тестировании экологически чистого двигателя, работающего на воде. Эта технология может радикально изменить всю автомобильную индустрию, так что нам стоит подготовиться к новой эре в производстве автомобилей. Не секрет, что Toyota давно играет с идеей водяного двигателя, и кажется, что этот обещает быть самым экологически безопасным двигателем, когда-либо созданным. Новый агрегат будет похож на технологию водородных топливных элементов, как у Toyota Mirai, о которой я расскажу в конце, а также на водородные двигатели внутреннего сгорания, такие как недавно разработанный трехцилиндровый 1,6-литровый водородный двигатель. Вся история с водяными двигателями является заветной целью в автомобильной индустрии, так как они обещают преимущества над обычными двигателями. Было предпринято много попыток создать функциональные и надежные водяные двигатели, но большинство из них не увенчались успехом. Теперь Toyota готова совершить прорыв с их последним водяным двигателем. В отличие от большинства предыдущих попыток, которые проводились импровизированно с ограниченными бюджетами, у Toyota достаточно ресурсов, чтобы тестировать двигатель в любых условиях. Как работает водяной двигатель? По сути, он похож на водородный генератор, но с некоторыми незначительными отличиями, которые делают его более подходящим для повседневного использования в автомобилях. Двигатель очень похож на водородный двигатель, используемый в Toyota Yaris GRX. За исключением того, что вместо использования предварительно обработанного водорода, двигатель производит его сам, отделяя водород от кислорода через химическую реакцию. Двигатель использует процесс электролиза для расщепления молекул H2O. Водород и кислород разделяются, когда электроды в водяном баке выпускают высокое напряжение. Поскольку водород уже содержится в воде, нет необходимости в тяжелых и чрезвычайно укрепленных баках, которые являются стандартом для водородных топливных элементов и водородных двигателей внутреннего сгорания, так как водород очень трудно удерживать. Процесс питания автомобиля начинается после этого этапа, аналогично процессу в водородных двигателях. Когда водород отделяется от кислорода в новом двигателе Toyota, он затем направляется в двигатель, где сгорает аналогично сжатому природному газу. Важно отметить, что конструктивные особенности такого двигателя схожи с двигателями на сжатом природном газе. Однако, чтобы адаптироваться к характеристикам работы с водородом, который является легко воспламеняющимся топливом, необходимы специальные топливные инжекторы для сжатого газа. Также требуются усиленные головки цилиндров, поршни и клапаны, чтобы выдерживать высокие давления, температуры во время сгорания водорода, предотвращая риск детонации. Однако существуют подводные камни, о которых я расскажу позже. А как насчет экологичности? Сможем ли мы избавиться от смога в крупных городах? Во-первых, такой двигатель практически не выбрасывает углекислый газ, что ставит его на один уровень с электромобилями по экологической чистоте, но с дополнительным преимуществом удобства. Водяной двигатель предлагает уникальное удобство заправки, так как для его работы требуется только обычная вода, что значительно упрощает процесс заправки и снижает затраты. Переход на водяные двигатели влияет на нефтяную промышленность и добычу полезных ископаемых. Если этот тип двигателя станет широко распространенным, это сократит потребность в добыче нефти, снизит экологический ущерб, связанный с этой отраслью. Более того, не будет необходимости добывать редкие металлы для батарей, что является одним из самых вредных процессов в современной автомобильной промышленности из-за его воздействия на окружающую среду. Сравнивая водяные двигатели с водородными и топливными элементами, которые также считаются безэмиссионными, можно увидеть значительные преимущества водяных двигателей. Хранение воды гораздо проще и безопаснее, в отличие от водорода, который требует особых условий хранения, включая высокие стандарты безопасности и значительные финансовые затраты из-за необходимости усиленных и надежно изолированных резервуаров. Эта сложность обусловлена высоким риском утечек водорода, которые могут привести к взрывам или другим опасным ситуациям. В отличие от этого, хранение воды требует лишь герметичного контейнера, что делает технологию более доступной и безопасной для широкого использования.
Однако автомобиль с водяным двигателем также сталкивается с некоторыми трудностями, так как он требует идеальных температурных условий, аналогичных некоторым другим типам двигателей. Но стоимость поддержания таких условий может быть высокой. Тем не менее, дистиллированную воду можно купить в любом хорошо укомплектованном супермаркете или даже произвести самостоятельно, если вы знакомы с основами химии. Получение чистого водорода – это дорогостоящий процесс, и наряду с многочисленными проблемами, связанными с хранением этого газа, это одна из причин, почему водородные автомобили не стали широко распространены и, вероятно, никогда не станут. Производство и хранение водорода дорогостоящее, что увеличивает стоимость газа для потребителя, заставляя людей задуматься, зачем покупать водородные автомобили, если они в итоге оказываются дороже в покупке и эксплуатации по сравнению с электрическими и бензиновыми автомобилями. Хотя водородные автомобили теоретически просты в использовании и экологически чисты, остается вопрос, действительно ли водяные двигатели подходят для повседневного использования. Ответ – да. Во-первых, эти двигатели не такие слабые, как может показаться. Водяной двигатель сопоставим по производительности с большинством бензиновых двигателей и теоретически может быть даже мощнее традиционных двигателей внутреннего сгорания, так как он может генерировать в 3 раза больше мегаджоулей энергии по сравнению с бензиновыми двигателями. Более того, эти двигатели безопаснее всех других типов, так как в автомобиле не хранятся легковоспламеняющиеся вещества, что исключает риск пожара или взрыва. Водяные двигатели также относительно просты в производстве, так как их механическая конструкция лишь немного сложнее, чем у обычных бензиновых двигателей, и они значительно проще и дешевле в производстве по сравнению с электромобилями и топливными элементами. Благодаря своей простоте и экономичности, такие двигатели идеальны для стран, которые не имеют развитой нефтедобывающей промышленности. Например, иранский ученый Аладдин Касеми смог адаптировать свой Peugeot 405 для работы на воде, превратив его в настоящее технологическое чудо. Если один человек смог создать работающий автомобиль на водяной тяге в гараже, представьте, что могла бы сделать Toyota с надлежащим финансированием. Более того, эффективность водяных двигателей несравнима. По словам Касеми, его Peugeot 405 потреблял от 30 до 40 миль на галлон воды, что значительно превышает показатели стандартного бензинового двигателя. Это означает, что водяные двигатели могли бы предлагать более 80 миль на галлон, существенно снижая эксплуатационные расходы автомобиля. Но почему эти двигатели еще не завоевали мир? Несмотря на потенциальные преимущества водяных двигателей, практическая реализация этой технологии сталкивается с серьезными препятствиями. Прежде всего существуют логистические проблемы, хотя теоретические. Поддержание такой инфраструктуры не требует значительных изменений, сама технология двигателей все еще является экспериментальной. Большинство прототипов водяных двигателей, созданных до сих пор, демонстрируют низкую надежность, а их функциональность в повседневном использовании оценивается как средняя или даже ниже среднего. Использование воды в качестве топлива может показаться многообещающим решением на первый взгляд, но процесс разделения воды на водород и кислород вызывает ряд проблем с безопасностью. Водород, несмотря на его экологичность как топливо, представляет высокий риск из-за сложностей с хранением. Хранение водорода требует особых условий, так как даже малейшая утечка может привести к серьезным последствиям, включая возможность взрывов. Дополнительные трудности возникают из-за возможного сопротивления со стороны крупных корпораций. Если Toyota или любая другая компания начнет массовое производство автомобилей на водяном топливе, это может угрожать интересам компаний, добывающих литий, производством батарей и нефтяных компаний. Эти сектора могут потерять значительную часть своего бизнеса, если водяные двигатели станут нормой, так как это почти полностью устранит необходимость в ископаемом топливе и добыче дорогостоящих элементов, таких как кобальт и литий. Такой сдвиг может серьезно повлиять даже на гигантов, таких как Rio Tinto, которые, безусловно, предпримут шаги для противодействия развитию таких технологий. Уже существуют примеры подобных инцидентов в истории. Случай со Стэнли Алланом Мейером, который создал первый работающий автомобиль на водяном топливе. Он сталкивался с угрозами со стороны людей нефтяных компаний. Эти угрозы, по-видимому, были направлены на то, чтобы остановить его исследования и разработки. Мейеру даже предлагали миллионы долларов за уничтожение его прототипа и отказ от исследований, что указывает на потенциальную готовность крупных корпораций принимать радикальные меры для защиты своих интересов. Однако, Стэнли Мейер был упрямым человеком и не боялся публично бороться против крупных нефтяных конгломератов.
Однажды вечером, ужиная с двумя бельгийскими бизнесменами, которые проявили интерес к его работе, Мейер внезапно выбежал из ресторана, держась за горло. Его брат, который был с ним в тот момент, последовал за ним. Позже его брат рассказал прессе, что Стэнли утверждал, что бизнесмены его отравили, после чего он умер. Официальные записи указывают, что причиной смерти стала аневризма мозга, но этот вопрос остается предметом споров, так как через пару дней после его трагической смерти чертежи автомобиля и двигателя были украдены из его гаража. Поэтому, хотя нам бы хотелось увидеть, как Toyota действительно реализует этот проект водяного двигателя в жизнь, мы не уверены, что это произойдет, если вообще когда-либо произойдет. И даже если они действительно работают над этим двигателем, скорее всего, они делают это в полной секретности, поэтому официальных подтверждений проекта пока нет. Сумасшествие, правда? Прежде чем я расскажу вам об идеальном водородном автомобиле, давайте подведем итоги основных плюсов и минусов водяных и водородных двигателей. Как вы понимаете, в конечном итоге это одно и то же. В водяном автомобиле водород синтезируется непосредственно в самом транспортном средстве. Одним из главных преимуществ водородных двигателей является их экологическая чистота. Водородные автомобили выделяют только водяной пар, что делает их исключительно чистыми. Они не производят углекислый газ или другие вредные выбросы, что имеет решающее значение в борьбе с глобальным потеплением. Еще одно преимущество – это их высокая эффективность. Водородные топливные элементы более эффективны, чем традиционные двигатели внутреннего сгорания. Они обеспечивают больший пробег на одной заправке и могут быть заправлены за несколько минут, что сопоставимо с заправкой бензиновых автомобилей. А с водой это было бы еще проще. Однако у водородных двигателей есть и недостатки. Во-первых, высокая стоимость. Покупка водородного автомобиля и самого водорода значительно дороже, чем бензиновые или электрические автомобили, что делает их менее доступными для широкой публики. Во-вторых, ограниченная инфраструктура. Сеть водородных заправочных станций в настоящее время ограничена, что делает использование водородных автомобилей неудобным во многих регионах. В-третьих, проблемы хранения и транспортировки. Водород требует специализированных и дорогостоящих систем хранения и транспортировки, так как его необходимо хранить под высоким давлением или в жидкой форме. Кроме того, многие современные методы производства водорода основаны на ископаемом топливе, что снижает потенциальные экологические преимущества таких транспортных средств. И хотя синтез водорода внутри автомобиля может показаться решением всех этих проблем, на практике вы не можете просто заправиться из лужи, так что все равно будут подобные нюансы. Тем не менее, водородные и водяные двигатели остаются перспективной технологией, которая может значительно снизить уровень загрязнения воздуха, если удастся преодолеть экономические и инфраструктурные барьеры. Итак, уже есть такие автомобили. Да, Toyota проводит испытания с Mirai. Это не просто автомобиль, это взгляд в будущее водородных технологий. Хотя версия на воде еще не вышла на рынок, вы можете заказать водородную версию за скромные $50 000. Неплохо, правда? Дизайн Mirai вызывает много обсуждений благодаря своей парящей крыше, многослойному капоту и волнистым бокам, которые выглядят необычно и инновационно. Но основное внимание к этому автомобилю привлекает не его внешний вид. В отличие от Toyota Prius, который уже завоевал широкую популярность и имеет сотни тысяч покупателей в ожидании, Mirai в настоящее время служит стартовым автомобилем для продвижения идеи использования водородных технологий. Mirai предлагает достойные динамические характеристики: 247 фунт-футов крутящего момента и 155 лошадиных сил позволяют ему разгоняться до 60 миль в час за 9,6 секунды, что на секунду быстрее, чем у Prius. В целом, у этих автомобилей много общего. Интерьер Mirai напоминает интерьер Prius, особенно расположением приборов и органов управления. Однако, есть различия, такие как более тихая работа. Водородный генератор под сиденьем издает едва заметные звуки. Водородная версия тяжелее, что ощущается на поворотах и в общей мягкости подвески, отчасти из-за дополнительного веса. Toyota сосредоточилась на интеграции современных технологий, что подтверждается сенсорной консолью Mirai с отдельным дисплеем для климата, при этом сохраняя удобство привычных элементов управления. Эта гармония новых и знакомых элементов подчеркивает, что Mirai является мостом между сегодняшним днем и завтрашним, когда водородные технологии могут стать основой автомобильной индустрии. В заключение, идея автомобилей, работающих на воде, хотя и революционная и многообещающая, все еще сталкивается с серьезными вызовами, прежде чем она сможет стать повсеместной.
Достижения Toyota в области двигателей на водороде и воде демонстрируют огромный потенциал для преобразования автомобильной индустрии за счет значительного снижения воздействия на окружающую среду, эксплуатационных затрат и зависимости от ископаемого топлива. Тем не менее, путь к широкому внедрению осложняется логистическими препятствиями, экономическими соображениями, вопросами безопасности и даже сопротивлением со стороны влиятельных отраслей, которые могут чувствовать угрозу от таких инноваций. Toyota Mirai представляет собой захватывающий шаг в будущее, демонстрируя практическое применение водородных технологий в действии. Однако, полностью функциональный автомобиль на воде, который общественность могла бы регулярно использовать, остается скорее надеждой, чем текущей реальностью. Несмотря на эти препятствия, продолжающиеся разработки продолжают подпитывать оптимизм, предполагая, что мы действительно можем стать свидетелями радикальной трансформации в транспорте, раньше, чем ожидалось.